Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Что делать при сотрясении мозга? Напоминаю, что данное видео имеет информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Сегодня я, как обычно, поделюсь с вами полезной информацией. Если вы еще не подписаны, то самое время подписаться и включить колокольчик. Ссылка на статью в описании. При повреждениях головы нужно обследоваться в кратчайшие сроки, чтобы исключить потенциальную опасность. Но далеко не все понимают, что делать в подобных ситуациях. При сотрясении мозга основополагающее значение имеет диагностика. В домашних условиях выявить симптоматику можно, но лучше посетить доктора. Если по определенным причинам нет возможности получить квалифицированную помощь, тогда изучите представленную ниже информацию. Симптомы сотрясения мозга. Сотрясение головного мозга имеет несколько стадий, которые нужно брать в расчет, определяя симптомы и лечение. Классифицировать травму в домашних условиях получится, если внимательно оценить клиническую картину. Признаки, возникающие в 99% случаев. Рвотные позывы, нарушение походки, побледнение кожи, сбивчивость речи, обморок разной продолжительности, тошнота, спутанность сознания, усиленное выделение пота, головокружение, заторможенная реакция. Если удар по голове имел место, тогда появится гематома или рана. Теперь разберем симптоматику с учетом тяжести недуга. Классификация сотрясения мозга. Сотрясение имеет 3 степени. Каждая выделяется определенной симптоматикой. Изучив их, мы разберем, что делать дальше. При сотрясении мозга необходимо брать во внимание всю симптоматику. В домашних условиях вы выявите ее самостоятельно. Первая степень. Когда пострадавший теряет сознание, обморок длится от 1 до 5 минут. Примерно по истечении четверти часа пациент отмечает ухудшение самочувствия. Начинается сильная тошнота, которая нередко заканчивается рвотными спазмами. Также сбивается дыхание, могут проявиться хрипы и общее недомогание. Клиническая картина дополняется сбивчивым пульсом и бледностью кожи. Вторая степень. При сильном ударе или падении обморочное состояние сохраняется вплоть до 20 минут. При обследовании зрачки больного имеют разный размер, также не исключены подергивания век. Когда пациент приходит в сознание, он сталкивается с расконцентрацией, мучается сильнейшими болями в голове и рвотными позывами. Нередко наблюдаются проблемы с речью, расстройством координации и общая растерянность. Третья степень. Сложный случай. Продолжительность обморока составляет от 30 до 90 минут. Что делать, расскажет только доктор. При сотрясении мозга 3-й степени терапию не осуществляют в домашних условиях. При безответственном отношении к ситуации потерпевший впадает в кому. Не исключены носовые кровотечения, сложности с памятью, звон и шелест в ушах. Картина дополняется болями в височной и затылочной частях головы, понижением или повышением артериального давления, сверхчувствительностью к освещению и громкому голосу. Последствия сотрясения мозга. У травм головы есть свои последствия. После сотрясения головного мозга необходимо срочно исключить опасность, обратившись к специалистам. Если не провести должную диагностику и терапию, проявятся следующие проблемы. Первое. Боли в голове, которые перерастают в сильные мигрени и длятся несколько месяцев. Второе. Проблемы со сном, общее расстройство психоэмоционального фона, раздражительность, апатия. Все эти признаки проявляются не сразу, а в течение последующего года. Третье. Злость, нежелание радоваться жизни, беспричинная агрессия к близким людям и всем окружающим в частности. Четвертое. Невозможность сосредоточиться даже на самых простых вещах, потеря здоровой логики, ухудшение когнитивных функций в целом. Пятое. Судорожные приступы, дрожание рук и ног, усиление выделения пота, быстрая утомляемость, скачки внутричерепного давления, гипертония. Важно! Нужно вовремя сообразить, что делать. В случаях, когда при сотрясении мозга не получается облегчить симптоматику в домашних условиях, звоните в скорую. Все представленные выше последствия опасны. Первая помощь при сотрясении мозга. При ушибе головного мозга требуется осмотр доктора. Он сопоставит симптомы и лечение, после чего пропишет лечебную терапию. Вызовите скорую. Пока врачи едут, окажите первую помощь. Первое. Уложите больного таким образом, чтобы его голова не находилась на одном уровне с корпусом. Ее необходимо немного приподнять. Для обеспечения комфортного положения поместите под голову мягкую подушку или валик из полотенца. Второе. Заверните кубики льда в вафельное полотенце или другую тонкую ткань. Приложите к поврежденной области. При неимении льда замочите тканевую салфетку холодной водой, зафиксируйте в области ушиба.
Третье. Откройте настежь окна. Нельзя допускать духоты в помещении. Снимите с больного одежду, сковывающую движение. Переоденьте его в свободные вещи или накройте простыней. Четвертое. При наличии механических повреждений, ссадин, порезов и прочее, возьмите перекись или любой другой антисептик. Обработайте поврежденный участок кожи головы. Затем прикройте пластырем или бинтом. Пятое. Не поите, не кормите пациента. Если его мучает сильная жажда, сделайте не очень концентрированный черный чай с сахаром. Прием жидкости в больших количествах возбраняется. Лечение сотрясения мозга. Немногие знают, что делать при сотрясении мозга. Специалисты могут прописать лекарства, пригодные к использованию в домашних условиях. В дополнение нужно следовать определенным инструкциям. Первое. Постельный режим. После инцидента важно соблюдать постельный режим. Поднимайтесь с кровати при крайней необходимости. Если процесс выздоровления протекает быстро, спустя неделю разрешается вести более подвижный образ жизни. Не переусердствуйте. Второе. Полный покой. Соблюдайте покой. На протяжении всего оздоровительного курса запрещается работать за компьютером, смотреть телевизор и читать. Такие действия приведут к лишней активности мозга. Все это мешает нормальному восстановлению тканей, поэтому отдыхайте около недели. Третье. Прием анальгетиков. После инцидента возникают сильные болевые ощущения, поэтому без анальгетиков обойтись не удастся. Отдавайте предпочтение противовоспалительным нестероидным медикаментам. Такие лекарства назначает исключительно доктор. Народные средства при сотрясении мозга. Врач расскажет, что делать для скорейшего восстановления. Обычно при сотрясении мозга назначают рецепты собственноручной заготовки в домашних условиях, такие как облепиха с боярышником. Смешайте по 50 грамм высушенных плодов облепихи и боярышника. Измельчите доступным способом и поместите в сотейник. Залейте 600 мл кипятка, протомите на ленивом огне 5 минут. После остывания отфильтруйте. Примешайте 2 столовые ложки меда. Принимайте по 50 мл после трапезы дважды в день. Храните в холодильнике. Хмель и валерьяна. Возьмите в одинаковых пропорциях валерьяну, хмель, ромашку и мяту. Залейте 500 мл кипятка, 2 столовые ложки сухого сбора. Оставьте под крышкой на 1 час. Профильтруйте и пейте до 6 раз в сутки по 1 столовой ложке. Осуществляйте прием за час до трапезы. Боярышник с сушеницей. В одинаковом количестве смешайте сушеный пустырник, цветки ромашки, плоды боярышника, сушеницу. Измельчите и пересыпьте 2 столовые ложки в термос. Влейте 300 мл горячей воды. Настаивайте 2 часа. Принимайте в теплом виде трижды в день по 1 столовой ложке. Амела и мелисса. В равном количестве возьмите высушенную мяту, пустырник, амелу, мелиссу. Измельчите и отмерьте 1 столовую ложку сбора. Залейте 400 мл крутого кипятка. Настаивайте ночь. Отфильтруйте. Пейте до 4 раз в сутки по 50 мл. Тимьян. Залейте 400 мл горячей воды 1 столовую ложку тимьяна. Протомите на ленивом огне 4 минуты. Оставьте настаиваться под крышкой около часа. Профильтруйте и принимайте до трапезы по 100 мл. При повреждениях такого рода медлить нельзя. Я рассказала, что делать. Если при сотрясении мозга своевременно не среагировать, возникают серьезные проблемы. В домашних условиях больше отдыхайте и следуйте советам. Если боли сильные, звоните в скорую. После госпитализации и соответствующего обследования специалисты пропишут более серьезный курс. Благодарю вас за просмотр. Поделитесь моим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новое видео.